Привет, любители и профессионалы! Сегодня у нас очень интересная самоделка. Мы дадим вторую жизнь чугунной печке, которую я нашел на металлоломе ровно год назад.
Ну что, ребята, пока у нас вот такой промежуточный результат. Выглядит он, по-моему, очень неплохо. Ну а перед окончательной сборкой уделим немного внимания пескоструйному аппарату «Спутник». Прислали мне на обзор 24-литровую версию, есть аппараты побольше и поменьше. Комплектуется он соплом 2 мм, что вполне подойдет для небольшой мастерской, ну а дальше все зависит от производительности вашего компрессора. В комплекте все необходимое: влагосушитель с манометром, перепускной клапан и вентиль. У меня, как обычно, не обошлось без доработки, распределительный узел установил небольшую пружину, работать стало гораздо лучше. А вот к работе запорного клапана, честно говоря, надо привыкать. Пескоструй сразу комплектуется ситом, оно универсальное, подходит для всех объемов, поэтому немного больше моего 24-литрового бака. Выход из положения легко нашел, просто вставив по периметру кусок шланга. В общем, кого заинтересовал пескоструй «Спутник», ссылка будет в закрепленном комментарии, переходите, производитель обещает небольшую скидку. Ну а мы переходим к сборке нашей печи, и чтобы не поцарапать свежую краску, обмотаем все стрейч-пленкой. В нижней части печка фиксируется обыкновенным кольцом, а верхний устанавливается в распор с помощью 3 болтов шестерка. После этого навешиваем наши дверцы и проверяем их работоспособность. Труба у нас для удобства составная и также фиксируется на болтовое соединение. Не забываем про колосник и верхние чугунные кольца. Как видим, ребята, печку легко можно переместить даже в рабочем состоянии. В общем, получившейся самоделкой я очень доволен. Чугунная печь получила вторую жизнь. Ничего лишнего и громоздкого здесь нет. С декором вроде не переборщил, все скромно, но со вкусом. Печи труба толстостенные, довольно тяжелые, поэтому вся конструкция получилась хоть и мобильная, но очень устойчивая. Кстати, чуть не забыл, высота трубы получилась 190 сантиметров, поэтому думаю, что дым особых проблем при приготовлении еды доставлять не должен. В походном состоянии печь оказалась еще маневреннее, с развесовкой угадал на 100%, поэтому теперь печь может путешествовать по всему участку и даже к соседям. Конечно, ребята, хотелось бы закончить ролик, приготовив что-нибудь в казане, но, как говорили раньше, смежник подвел. Обещали мне хороший узбекский настоящий казан, но что-то пошло не так. Ну а так как я нахожусь в Беларуси, а не в Узбекистане, то думаю вполне ограничиться драниками с мясом на обыкновенной сковороде. Но это, ребята, уже совсем другая история. Ну а на сегодня, я думаю, пора заканчивать. Всем, кому понравилось, ставим лайки и дизлайки. Обязательно подписываемся и не забываем комментировать. Ну а дальше, как обычно, прямые руки вам в помощь. Всем удачи, здоровья, прорвемся!